Это один из любимых моих рецептов и очень похож на рецепт яблочного курабье, который есть у меня на канале и пользуется большой популярностью. Тесто в этом рецепте немного отличается, конечно, но при этом оно остается таким же мягким, нежным и просто тает во рту. Начинка может быть разной, но сегодня мне очень захотелось приготовить именно с айвой. Я возьму две крупных айвы, приблизительно грамм 650, почищу и натру на крупной терке. Конечно же, удалив серединку. Айву отправляю в кастрюлю, добавляю 2 стакана сахара, напоминаю, что стакан объемом у меня 200 миллилитров. 1 стакан воды и ставлю на огонь. Пару штучек гвоздики. Этого количества начинки хватит на несколько раз. Довожу до кипения, накрою крышкой и тихонечко буду кипятить 20 минут. 20 минут прошло и уже оставлю на 15 минут с открытой крышкой. Жидкость должна полностью испариться. Почти в конце добавлю пару капель лимонного сока. Гвоздику можно убирать. И 1 чайную ложку без горки молотой корицы. Начинка готова, она должна хорошенечко остыть. Для теста понадобится 125 грамм растопленного сливочного масла или маргарина, конечно же не горячего. Полстакана растительного рафинированного масла. Полстакана натурального йогурта, вы можете заменить сметаной. 1 пакетик разрыхлителя. И постепенно начинаю добавлять муку. 1 стакан муки. Муку, конечно же, просеяла. 2 стакан. Третий стакан добавляю по чуть-чуть и буду смотреть на консистенцию теста. Тесто должно оставаться очень мягким, не крошиться, вот поэтому муку добавляю по чуть-чуть. Все, тесто не прилипает. Посмотрите, какое оно мягкое, податливое. С ним можно уже работать, можно лепить все, что хочешь. Значит, муки достаточно. Как видите, третий стакан муки пошел не полностью, немножечко осталось. Тесто делю на 4 части. И каждую часть еще на 4 части. Форма тоже может быть разная. Можно оставить в таком виде, но я сегодня сделаю закрытые. Для начинки можно использовать повидло, можно использовать яблоки. Как приготовить яблочную начинку, я оставлю ссылочку в описании.
Курабье я отправляю в хорошо разогретую духовку до 170 градусов до 20 минут. Ну а вы, конечно же, смотрите по своей духовке. У меня на выпечку пошло 17 минут. Остывшие курабье я посыпаю сахарной пудрой. Курабье готово, или как в Турции говорят, курабия. Это рецепт именно турецкого курабия. Очень нежное мягкое тесто без сахара и сладкая ароматная айва внутри. Всем приятного чаепития!